Привет, Марс. Бз, 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 бз. Тук-тук-тук. Здравствуйте. И как вы здесь живете? А можно ли здесь жить? Всем привет, меня зовут Иван, вы смотрите канал Чаянов. Сегодня решил рассказать о своей квартире в Будапеште. Со мной будет ассистент. Нужно электричество к этому проекту, да, Марс? Нужно воткнуть. Мы начали здесь жить вдвоем, а уезжаем втроем. И мы начинаем. Ну, в общем, я приехал в Будапешт 10 марта 2023 года и сразу стал искать квартиру. Я ничего не знал о Венгрии, никогда здесь не был. Ну, в общем, посмотрел разные районы. Изначально мне хотелось на плоской земле, на Пеште. Ну, я считал, что это центр города, но это действительно так, это деловой центр. И также это центр и развлекательный. Здесь повсюду куча баров и ресторанов. И вот мы живем на улице Дахани, в 7 районе, Дахани 30А. Так что можете не гадать. На углу Казинский, дальше Симплакерт, буквально 200 метров от дома, а то и меньше, наверное, стоит. И, в общем, тут по ночам каждый год Новый год, такси. Марсик, ты уже вилку разобрал, молодец. Все такое, фигня, конечно, все сыпется в руках. Ну вот мы на нашей кухне-студии, она, наверное, вам знакома. Несколько раз я выходил в эфир. Из-за этой барной стойки стоял я вот здесь вот. Вы видели там мою, так сказать, кухню, изобилие. Ну, квартира просторная, дому больше 100 лет, он 1923 года постройки. Мы жили здесь вот на 6-м этаже, на верхнем. А по европейским меркам это 4-й этаж. Сначала идет там ground floor, потом там типа мезонин. И потом только с 3-го этажа начинается 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Вот мы на 4-м. Ну, в принципе, классная квартира была. 69 квадратов. Единственное, что мне здесь не нравится, только локация. Хоть она и центровая, но все старое. Вот это вот Икея, которая была лаком. Мы приехали, она была покрашена кисточкой. И вот она куплена там буквально в 2017 году. И когда я уже в 23 сюда приезжал, ей было 5-6 лет. Думаю, для кухни это не срок. Но даже за 5 лет она вся уставшая. Сейчас этому всему 8 лет. Она уже просто все на выброс, все сгнило. Там доводчики никакие не работают. Тут вокруг мойки вообще вот это единый блок, они хитро продают. И весь этот блок надо выбрасывать, по сути, потому что все тут сгнило, светильник, ой, смеситель дебильный, вот это ретро. Какое ретро, когда у вас денег нету на винтаж? Купите современный. Такое должно стоить, как вся кухня, такой смеситель, да, Марс? У нас тут маленький грузчик, Марсик. Но это еще интересно тем, что вот, по сути, ты здесь, Марс, родился и первые свои 1,5 года прожил здесь, так что тоже надо запомнить. Давайте пройдем в ванночку, в которой мы купались с Марсиком. Да, ну так, очень любит купаться. Тут у нас ванна, совмещенная с туалетом. Она, в принципе, достаточно просторная, но так как это вот потолок, верхний этаж, и там вот трещина, она с годами, вот за 2 года она все больше и больше становилась. Уезжаем отсюда, потому что у нас заканчивается контракт, квартиру решили продавать, даже ходили, смотрели. Стоит такая квартира 200 тысяч евро, ну 78 миллионов форинтов, ну, почти 200, короче, я округлил, там 197 по текущему курсу. Но это очень дорого за такую квартиру. В принципе, тут ремонт еще надо делать и делать. Ну вот проходим в главную комнату. Здесь вот нет двери. Это минус, что кухня постоянно как бы шум от нее идет и запах. Вот сюда в главную комнату. Ну вот из мебели здесь ничего особо не было. Мы, конечно, уже часть вывезли. Вот здесь была такая только стойка, диван дебильный киевский, самый дешевый, который не раскладывается. Первый же вечер, когда я на него присел, он сразу же там пружина отвалилась. Но зато вот такой простор. И за 2 года, конечно, мы ее тут обставили, а сейчас вот у нас остался только наш письменный стол. Здесь вот такие только столы были дебильные. Это так, журнальный столик, чай поставить. Вот это тоже вот непонятно для чего стойка, это скорее всего для саундбара, но телевизор смотреть на такой высоте просто нереально. Ну тут кое-какие картины у нас, тут пауки живут, и у меня тут еще тараканы по углам. Вот здесь вот тараканы, ну здесь мои любимые группы
Это, наверное, мой любимый фильм, самый трешовый Бэтмен и Робин, но он мой самый любимый, потому что я его первым посмотрел, потом уже были с Майклом Китоном, а вот это с Джорджем Клуни, это был навсегда в моем сердечке, это я купил в музее Шварценеггера. Здесь у меня Рамштайн, 2 плаката, и вот в углу тараканы к 30-летию, по сути, завершающая карьера. Кстати, у меня есть 2 постера. Их 60 экземпляров, есть 37-й, который я купил, а у меня еще там с другой стороны номер 1, который мне сам Дмитрий Спилин подарил. Это, я не знаю, музей тараканов, может, когда-нибудь. Ну и тут в углу моя любимая певица Земфира. Ну, потолок здесь высокий, вот я ростом 1,85 м, а вообще тут 3,10 м. Ну, стандартные потолки такие не меньше 3 метров в старом фонде. А сейчас мы нашли квартиру, там вообще больше 4. И вот с чем мне нравится старый фонд, что здесь вот можно дышать. Хотя тут вот и свисают светильники, но они не давят на голову, я не бьюсь нигде головой. Большие окна, но окна, конечно, они все уже трухлявые, я не знаю сколько им лет. Если дому 100 лет, этим окнам, наверное, лет 50. Но если мы открываем, то сразу все, вот сейчас день, но все слышно абсолютно. Но самый кайф, рекомендую всем снять квартиру на Airbnb хотя бы на сутки, чтобы проникнуться всей атмосферой этих руин-баров. Мне кажется, даже с пластиковыми окнами будет сложновато уснуть. А так, в целом, ну, конечно, просторная квартира. Стоила она нам 650 евро. Фикс вообще за все. Ну, там среднее потребление воды, газа, электричества. В принципе, нам на все хватало, но за это время уже цены выросли. Сейчас нам удалось снять квартиру только 750 евро на минимум, это в летний период, а в зимний она может доходить и до 800 и выше. Но вот здесь было выгодное предложение из тех, на тот момент самое выгодное из тех, что я смотрел, это площадь. Ну, то есть я оцениваю как, квадратный метр сколько стоит, вот, например, 69 квадратов, 650 евро сумма, я делил на 69 квадратов, и получалось сколько сумма за квадратный метр. Здесь получается, меньше 10 евро квадратный метр стоил, и это очень выгодно. Обычно бывает, в Будапеште дикий рынок, кто-то и 30 квадратов сдает за такие же 650 евро. Зато там студия, зашел, упал. Да, здесь есть кое-какие косяки, там, не знаю, тут вот так вот посмотришь, думаешь, что это приклеено за дизайн? А там раз, и провода торчат, и какой-то светильник был, где-то тут следы от всяких полок. Но я вот на эти следы повесил свои плакаты, постеры. Ну и у нас осталась одна последняя комната, пройдем в спальню. Еще раз насладимся спичкой, дадим огня. В принципе, хорошо здесь дышится. Даже как-то хоть и ненавидел это место по ночам, но все равно как-то чакра здесь, мне здесь нравится. Я бы руин-бары запретил после 23, чтобы они закрывались, и тогда бы все хорошо было. Парковку бы жителям отменил, будь я мэром, хотя бы этого района. Кстати, в Будапеште в каждом районе свой мэр. Есть тут какой-то общий мэр, он вообще ничего не решает, какие-то районы чистые, какие-то засратые, обоссанные, облеванные. Это все зависит от мест управления одного района только, а районы здесь небольшие. Ну и вот наша спальня, тоже просторная, но она не такая просторная, потому что ее делит кровать большая, 2-метровая. И по сути, почему она так расположена, потому что здесь 2 окна, и если ее в каком-то углу поставить, будет из окна дуть, потому что они старые. Все-таки зима здесь есть, 3 месяца в году, наверное, холодно. Ну, самый холодный, наверное, там декабрь, январь. А так, в целом, ну, в принципе, такая осень затяжная. И кровать, ну, она так занимает всю комнату. Здесь вот один шкаф у нас. Тоже все бюджетная Икея, все шатается. Но в целом, когда его добиваешь, то он шататься перестает. Вот так вот мы прожили. Один кондиционер, это оказалось очень мало. Я вот никогда с кондиционером не жил, такой потребности не было, потому что в России лето, ну, максимум жары 1 месяц. В Москве бывали такие лета, что жара там была неделю, а то и вообще в куртках все лето ходили, потребности в кондиционере никогда не было. Здесь он один, и, конечно, всю эту квартиру он не прокачивает, он даже до зала он добивает, и то есть несколько дней работает, не выключается. И вот ошибка, тут вот бывает 40 градусов, и по ночам там 35, тропическая ночь, бывает вообще не падает температура по ночам. И окна лучше не открывать, не проветривать, потому что вы не проветрите, а наоборот только жары нагоните. Но здесь у нас вид
на улицу Раходцы открывается, напротив магазин Спар, слева там напротив тоже красивый купол. Можно посмотреть, помечтать, как будто бы там Питер Паркер под этим куполом может летать, пускать паутинку здесь. Но здесь больше пускают всякую блевантинку под окнами. И поэтому район такой спорный. Если, конечно, даже вот все здесь вот полировать, но такая квартира будет стоить дороже. И за такие недостатки, я считаю, смысла нет вообще арендовать здесь жилье или покупать здесь жилье. Сдавать может посуточно, если вы только на это готовы, а на длительную аренду, ну это так себе инвестиции. Да и самому жить я бы не хотел никогда больше в этом районе. Мне кажется, в ближайшие 30-50 лет здесь ничего не изменится. Здесь, да, есть какие-то завалюшки, они превращаются в руин-бары, какие-то ломают, строят новостройки. Ну как, вот у нас это здание, например, там 6 этажей, могут построить 8-9, просто потолки будут не по 3,5 метра, там, а по 2,5, там 2,10 стандартные сейчас как строят. И многие приходили, смотрели и такие, да, Казинский, улица, Дахань. Но за такие деньги, конечно, вот я повторюсь, 200 тысяч евро такая квартира не стоит. И это примерно среднее такое состояние, есть еще хуже, которые сделаны получше, они стоят и дороже. Но здесь нет такого, что прям заходи и живи на долгое время, что о ремонте не думать. Да, жить можно, но в целом, я бы сказал, тут требует ремонта. И паркет поскрипывает, и окна в первую очередь поменять, потому что тут вот со скотчем так открываешь вот эти вот ставни тут. Это, кстати, великое благо летом. Ты вот так вот опустил, и все, и солнце, еще ее можно откинуть. Вот так вот вперед. Ну вот я открыл, сразу шум. Еще вот такой вот лайфхак. И вот это идеальный кондиционер, когда солнце. Потому что солнце здесь выжигает просто невероятно. Но иногда их тоже заедает. Есть куча мастеров, которые приезжают, этот механизм разбирают. Потому что нужна высокая лестница. И очень часто, где квартиры, где высокие потолки, там нет лестницы, чтобы ты сам ничего не чинил. Но, тем не менее, приятно было здесь пожить. Это был интересный опыт. А вам спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.